Здравствуйте! TRN H2 — это наушники, на которые я не делал абсолютно никаких ставок. Я не ожидал, что они смогут дать какие-то эмоции, которые не ожидаешь от наушников за 45 белорусских рублей, но при этом они смогли удивить, и при этом удивить очень сильно. По поводу внешнего вида и кабеля в частности, здесь все максимально классический. Это кабель TRN, который вы могли видеть в совершенно разных бюджетных наушниках компании. А вот сами наушники сделаны интересно. Во-первых, это очень компактные корпуса, при этом максимально эргономичные, полупрозрачные, при этом сам цвет синий здесь очень такой уместный, правильный и смотрится относительно дорого. И фейсплейт, который сделан под карбон, тоже выглядит очень интересно. Разглядывать наушники хочется, то есть вызывают какие-то приятные эмоции от внешнего вида. И естественно, по посадке здесь все просто великолепно, потому что наушники маленькие, эргономичные, амбушюры у TRN хорошие, достаточно плотные, достаточно объемные, и в итоге мы получаем хорошую пассивную звукоизоляцию, мы получаем хорошую посадку, и при этом наушники не давят на ухо, они не создают какого-то дискомфорта, и это прекрасные в плане эргономики устройства. Ну, точнее, в наушники. И, естественно, здесь установлен один динамический излучатель. Арматуру сюда решили не ставить, и, в общем-то, это абсолютно правильно. У наушников, естественно, в плане детальности, какой-то аналитики здесь нет заход на модели, которые будут стоить там в 4-5 раз дороже, но при этом они настроены максимально правильно, максимально грамотно. Это тот звук, который хочется слушать. Естественно, здесь есть некоторое преобладание низких частот и по весу, и по количеству их больше, чем должно быть, но при этом это сделано грамотно для того, чтобы сделать звучание таким более вкусным, более музыкальным и сгладить какие-то нюансы, связанные с тем, что динамик не справляется с тем, чтобы отработать максимально в детальность, в аналитику, что от него, в общем-то, и не требуется с учетом бюджета. В итоге бас не слишком-то и детальный, но при этом он очень приятный, его хочется слушать. Середина здесь шикарная, потому что в первую очередь она натуральная, она естественная, не закрытая, не зажатая, без каких-то там картонностей и с очень хорошей сценой для своей стоимости. И по высоким частотам, что очень важно, здесь нет проблемы с контролем высоких частот, при том, что и одновременно с тем у них нет какого-то жесткого среза, чтобы там все, высокие частоты просто как-то отсутствовали, либо же были дико упрощены. Естественно, некоторые упрощения ввиду их бюджетности ощущаются, но они абсолютно не критичны. В итоге при подключении, опять же, к тому же iBus DC05 мы получаем хорошее звучание с хорошей, прекрасной для своей стоимости детальности, с сбалансированностью, опять-таки, если учитывать, что низкие частоты здесь немного доминирующие, но при этом не перекрывающие собой середину и высокие частоты. И есть некоторая универсальность по жанрам. Причем, если слушать какую-то прям хорошо записанную музыку, опять же, Стинга было послушать все очень приятно, очень хорошо, и прям было ощущение, что, наушники, минимум, 50 баксов, может быть 70, там, 80, что-то в этом диапазоне, потому что ты веришь в инструменты, ты веришь самому вокалу, нравится, как звучит вокал, и, соответственно, от этого получаешь удовольствие от прослушивания. Если сравнивать их с теми же KZ EDX Pro, то это проблематично, то есть сложно сказать, кто из них на 100% лучше, потому что EDX Pro берут своими высокими частотами, которых ты вообще не ожидаешь в бюджетных наушниках. Они дерзкие, они детальные, они очень хорошо уходят туда вот дальше к краю частотного в рамках своего бюджета, и это удивляет. Но при этом там бас такой суховатый, его меньше, чем должно быть, и тоже как такой закос под аудиофищину, под такое мониторное звучание. И в итоге они ощущаются дороже, чем стоят. Здесь же, наоборот, звучание такое больше в музыкальность, такое притемненное, но от этого они хуже не становятся. Поэтому я понимаю, что в плане аналитики EDX Pro от KZ на самом деле намного лучше, но по музыкальной составляющей TRN H2 лучше.
И поэтому мне эти наушники понравились, даже такая мысль возникла, может быть купить, пускай себе будут, там валяются, копейки стоят, но если понадобится воспользоваться проводными внутриканальными наушниками, то вот что-нибудь будет. Возможно, в принципе, и приобрету, но это уже такое, то есть больше как хотелка, а не необходимость, потому что как таковой нужды в проводных внутриканальных наушниках, да и как в проводных полноразмерных у меня сейчас нет. Нет каких-то задач, которые нужно в них выполнять. Поэтому это опять же уже в свои дебри там, желаний и необходимостей, в борьбы между ними и хотелкой. Поэтому по наушникам я думаю, что стоит завершать. Если вам понравилось данное видео впечатление, то буду рад вашему лайку. Если у вас есть, либо же были данные наушники, есть что добавить, либо же с чем-то не согласиться, то пишите об этом в комментариях. И если они вам понравились, то по ссылке в описании сможете найти на нашем сайте Netbox и в случае необходимости заказать доставку по Беларуси, либо же по России. На этом завершаю видео впечатление. Спасибо вам за просмотр. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч.